Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами будет коррекция на птичку Феникс. Эту птичку мы с вами делали на канале. Ссылочку оставлю в описании, если не забуду. Если забуду, вы мне, конечно же, напомните, и тогда я оставлю. Сегодня мы с этой клиенткой решили сделать перенаращивание, поэтому снимаем старые ноготочки, откусываем щипчиками свободный край ноготка, чтобы долго не пилить, и снимаем старое искусственное покрытие. Далее пилочкой убираем весь натуральный ноготочек. Что нам нужно? Нам нужно убрать в ноль длину свободного края, очень внимательно убрать уголки натуральных ногтей. Иначе эти уголки потом прорежут нам материал при поджатии, и в этих местах у нас останутся галки. Ну а теперь классическая подготовка ноготочков. Мы зашершавили всю поверхность пилочкой, отодвигаем кутикулу, фрезером быстренько убираем птыриги, наносим праймер, наносим базовый гель. Я люблю работать с базовым гелем и считаю, что все-таки в любой непонятной ситуации лучше положить базу и быть уверенным в том, что все будет держаться. Потому что бы вы потом сверху не положили, именно благодаря базовому слою все будет хорошо. Потому что в работе всегда могут быть какие-то непредвиденные моменты. Не просох камуфляж, что-то пошло не так. Цветной гель, который вы сюда положили, тоже, допустим, плохо себя повел, если вы его положили в аквариум. А так, именно благодаря базовому гелю вы всегда будете уверены в том, что ваш материал с ногтем сцеплен. Дальше можно уже пихать все, что угодно, и это будет носиться. А теперь подставляем формы, следим за тем, чтобы форма встала везде, где необходимо. Если нужно, подрезаем формочку по форме свободного края ноготочка. Делаем насечки для того, чтобы выпустить боковые валики, и чтобы форма стала уже, чем натуральный ноготочек. И благодаря правильной постановке формы, в принципе, можно уже даже не зажимать ноготки. Но зажимаем мы не столько ноготок, сколько мы зажимаем натуральный ноготь для того, чтобы он отрастал не широко. Вот мы зажимаем именно точки вроста натуральной ногтевой пластины. Не свободный край искусственного ногтя, а точки вроста натурального. Сегодня мы будем делать выкладной белый френчик, поэтому камуфляжиком желе выстраиваем бортик удлинения. Ссылочки на все материалы оставлю вам в описании, конечно же.
Камуфляжик желе потрясающе красивого цвета и потрясающей консистенции, которая и слегка выравнивается, и в то же время совершенно никуда не девается с ноготочка, совершенно никуда не течет. А еще он потрясающе красивого цвета, только при разном освещении смотрится по-разному. Иногда в банке он кажется практически красным. Просто мне девочки недавно присылали фотку этого же камуфляжа, говорят, а что он такой красный, он так страшно будет на ногтях смотреться. На самом деле нет. В банке он кажется немножечко другой, чем есть на самом деле. Итак, выстроили удлинение, хорошенечко его просушили, перекрываем замесом. Почему замесом? Для того, чтобы убрать полоску отрастающего яркого камуфляжа у кутикулы. У нас у кутикулы получится очень красивый плавный переход из яркого камуфляжа в полупрозрачный цвет. После того, как просушили эти этапы, переходим к выпиливанию линии улыбочки. Здесь нам нужно постараться. Чем лучше и чище мы выпилим вот этот вот момент, тем лучше и чище выложится наш френчик. Поэтому здесь максимально внимательно следим за тем, чтобы никакого лишнего материала нигде у нас не оставалось. Ну а теперь белый френчик и моя безотказная любовь. Это пудинг-гель от Blue Sky белого цвета. Вот пока это лучший белый полигель, который я видела. Он идеальной консистенции, отлично просыхает, замечательно себя ведет в работе. В общем, я довольна как никогда. Ну а теперь, после того, как все хорошенечко просохло, я убрала при помощи фрезера тот материал, который явно был лишний, но почему-то этот кусочек куда-то у меня потерялся. Но, тем не менее, пилкой допиливаемся уже на чисто. Что нам необходимо? Мы выпиливаем форму миндаль, поэтому нам необходимо опустить площадочку вниз так, чтобы из апекса у нас выходила плавно вниз направленная площадка. Ну и, собственно говоря, параллельки нижние поднимаем параллельно боковой оси пальца и получаем форму, которая нам необходима. Эти две направляющие, нижние и площадочку, соединяем между собой через скос в 45 градусов. Вот такая вот красивенная форма у нас получилась. Но при опиле здесь я очень мешала сама себе, лезла головой в камеру, поэтому этот момент можете закрыть глаза, как будто вы ничего не видели.
Но в этом месте случился какой-то непонятный казус. Видимо, я плохо прижала полигель кисточкой, и у меня получилась небольшая ямка внутри. То есть получился пузырик, который потом распилился. В принципе, распилился, ничего страшного. Взяли еще немножечко полигеля и заложили таким образом, чтобы пузырика не было. Засушили в лампе буквально 2 махами пилки опилили, и все, готовая конструкция. В принципе, наши ноготки готовы, нам осталось их покрыть только финишем, и на этом все. Но у нас в этом месте с клиенткой был задуман еще дизайн, и тут позвонил ее муж и спросил, через сколько мы освободимся. Нельзя у меня спрашивать такие вещи, потому что с этого момента все пошло совершенно наперекосяк. Поэтому не забудьте подписаться на канал, потому что в следующем ролике мы с вами наделаем просто миллион косяков, которые только возможно, и научимся их исправлять. Я же с вами увижусь в новом уроке. Всем до новых встреч. Пока!